Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с воспоминаниями немецкого артиллериста. Он был командиром противотанкового орудия. Он расскажет о своем боевом пути, а также поделится своими секретами выживания под артиллерийскими обстрелами. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Ну а мы начинаем. Я родился в Померании, в семье мясника. После школы я работал пастухом и подсобным рабочим на ферме. В Гитлер-Югенде я был совсем недолго. Провел полгода в трудовой службе Рейха. Это была крупная организация в Германии, нацеленная на устранение последствий массовой безработицы, милитаризацию и идеологическую обработку трудоспособного населения. В 1939 году меня призвали в армию. Участвовал во французской кампании. Затем нашу часть перевели в Чехословакию. Оттуда я и попал на Восточный фронт. Мы стояли где-то под Орлом. У нас было 3 противотанковых орудия. Ох и холодно было. Невозможно было блиндаж открыть. Земля промерзала и становилась твердая, как лед. Поэтому мы стали строить блиндажи из снега. Было градусов 20 или 30 ниже нуля. Без вранья. Стлали сосновые ветки, потом прорезиненные плащи. Укрывались такими же плащами и одеялами, реквизированными у русских. А нос все равно торчал. Многое довелось испытать. Радость, несчастье, голод. Было и так, что я валялся без сознания рядом с орудием после прямого попадания. Лежал и думал, вот теперь я мертвец. В тот день я командовал орудийным расчетом. До этого я был пулеметчиком. Но прежний командир расчета был ранен и передал командование мне. Все случилось очень быстро. В то утро я сказал ребятам из своего расчета, что буду на часах с 6 до 8. Стою на часах, и тут русские начали артобстрел. То мина упадет, то снаряд. Разрывы становились все ближе и ближе. И тут заговорил сталинский орган. «Так», — подумал я, — «надо куда-то прятаться». Уселся за орудийным щитом, сжался в комок, и буквально через секунду в орудие попал снаряд. Левое колесо, к которому я прижимался, отлетело на сотни метров. Я какое-то время провалялся на земле между станинами, покрытый песком и ветками кустарника. У меня была одна мысль. Вот оно каково – быть мертвецом. Честно, так и было. Помню отлично. Не знаю, сколько так продолжалось. Меня трясло, но не от страха. Я осмотрел себя, не течет ли кровь. Захотел проверить, на месте ли мои руки и ноги, но не смог. Затем я стал приходить в себя. Слава богу, я не потерял ни капли крови. Как вести огонь из противотанкового орудия? Когда вражеский танк в 600 метров от вас и делает зигзаги влево-вправо, вы используете поворотный рычаг. Когда он в 400 метров, поворачиваете ручку чуть-чуть. Когда в 600 метрах, посильнее и влево. При этом поворачивайте телескопический прицел. Так задаешь упреждение. Танк должен пересечь трассу полета снаряда, поскольку на этот полет уходит какое-то время. Не так уж он быстро летит, хотя это зависит от расстояния. От других вещей это тоже зависит. У нашего орудия была пологая траектория выстрела, поэтому снаряд достигал цели быстрее. Но надо понимать, что за 3 секунды танк проходит расстояние в 2 свои длины. Конечно, это еще зависит от того, как быстро он несется, поэтому вам было необходимо определиться с этим тоже. Я целился в самый нос, и танк въезжал в выстрел, ловил снаряд в самую середину, если ты стрелял в нужный момент. Я это отрабатывал снова и снова. Когда приходилось бросать оружие, мы должны были разбить оптику любой ценой или забрать прицел с собой. Как-то в 1943-м русские танки пошли в атаку. Мой друг Херман и остальные ребята из нашего расчета были в тягаче. Тягач тронулся, а я остался сам по себе. Мне приходилось бежать к орудию, чтобы снять прицел. Так или иначе, все это могло закончиться для меня военно-полевым судом, так как я не должен был дать моим солдатам рвануть в тыл таким образом. Я должен был удержать их под контролем. Ну, я снял прицел и побежал в тыл. И тут какой-то танк обогнал меня. «Парень, пора сворачивать», – подумал я и свернул в кустарник слева от меня. Почему-то я решил, что наши были где-то в этом направлении. Русские танки оказались где-то справа от меня, всего лишь в 15 шагах. И тут я наткнулся на какого-то офицера с пистолетом в руках. Там сзади полно танков. Там нам не пробиться. «Да», — сказал офицер. «Их пехота тоже прорвалась тут. Нам дороги нет».
Я тронулся дальше, но офицер повернулся и сказал: «Парень, что будем делать дальше? У меня в пистолете осталось 3 патрона». У меня тоже был только пистолет. Так был вооружен командир орудийного расчета или взвода. Однако у меня еще было в достатке патронов. Я остановился. Мы залегли в кустарнике, стараясь держать противника в поле зрения. Нужно было дождаться темноты. Тут неожиданно раздался грохот, и 3-й танк в колонне русских загорелся. Сразу же за этим был подбит еще один танк, ближайший к нам. Его экипаж выскочил из машины и бросился бежать в нашем направлении. Верите или нет? Русские залегли за кустарником справа от нас. Один из русских пополз назад к танку. Тот не горел, но был выведен из строя. Он залез в танк и выбросил оттуда карабин. Пока все это продолжалось, что-то около 15 минут, было подбито еще 3 танка. Однако теперь у русских был карабин, но нас они так и не заметили. Мы рванули туда, где нам казалось были наши позиции. Никакой стрельбы не последовало. Мы бежали и махали руками. Нам не хотелось, чтобы нас убивали свои. Ну и денек. Я был награжден нагрудным знаком за уничтожение танка противника. В ближнем бою я уничтожил 3 танка, причем без противотанкового оружия. Вообще, я сжег эти танки не один. Если бы я сделал один, я получил бы золотой знак, а так у меня только серебряный. Танки я сжег вместе с парнем по имени Вилли Корж. Он был из фермеров, грубый малый, но отличный солдат. Мы сожгли эти танки. Сам удивляюсь, как это получилось. В густом кустарнике русский танк остановился прямо напротив нас. Рассветало, но было еще темно. Сначала Вилли сбегал за канистрой с бензином и зажег 3-й танк в колонне. Затем мы запалили 1-й, потом тот, который был посередине. Всего один русский парень, невероятно здоровый малый, сумел выбраться, но мы уложили его. За этот бой я даже получил специальный отпуск. С этим нагрудным знаком в то время солдат выделялся среди других. Я помню, был у нас офицер, который несколько раз сказал мне: «Завидую любому, у кого есть такой знак». Летом 44-го я попал в плен под Бобруйском и провел в России еще 5 лет. Случилось это так. Неожиданно 15 танков появилось неподалеку от нас в поле зрения. К тому моменту мы уже хорошо постреляли, собирались поменять позицию. И тут мой друг Херман заглянул в ствол орудия и сказал: «Уф, сначала надо почистить дуло». Щетку мы потеряли, и я сказал: «Парень, протолкни свою пилотку через ствол». В любом другом случае все могло закончиться разрывом ствола. Как-то я через это прошел. Пока мы чистили ствол, танки продолжали движение, и я закричал: «Быстрее, поторопитесь! Есть ли у нас бронебойный?» Русские стреляли по нам, поскольку уже разглядели наше орудие, хотя мы и замаскировали его за садовой оградой. Я прокричал дистанцию, и тут снаряд разорвался прямо напротив. Херман упал. Он лежал и звал меня: «Клаус, скорее, помоги мне!» Остальные стояли столбом на месте, словно никто не знал, что делать. Его кишки вывалились наружу. Я достал свой медицинский пакет и быстро перевязал его. «Херман, собери все свои силы и беги к тягачу», — сказал я. Он ответил: «Я крепкий парень, я выдержу». Но он умер. В тот день война закончилась для нас обоих. Человек на войне должен знать искусство войны. Всегда напрягай свой слух. Кроме того, не могу сказать, что я боялся не больше других. Страх был у каждого. Не бывает, чтобы человек не боялся за свою жизнь. Нужно понимать разницу между грохотом выстрела и грохотом разорвавшегося после этого снаряда. Или разницу между минометным или орудийным обстрелом. А она есть. Нужно уметь угадывать, где разорвется мина или снаряд, чтобы вовремя броситься на землю. Я всегда делал это достаточно быстро, потому что они падали рядом. Могу сказать, что не менее сотни раз они падали в пределах десятка метров от меня. Но я не падал плашмя из-за каждого летящего в мою сторону снаряда. Вовсе нет. Я просто был солдатом, который видел происходящее должным образом. Я чувствовал, наш снаряд летит или вражеский, его направление. А если снаряды падали россыпью, я знал, что нужно все время быть начеку. Я не испытывал судьбу, но не из-за страха. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.